Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией, с которой вы узнаете, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, иначе прицепится к вам порча. А если желаете выйти, то какие слова нужно произнести, выходя на улицу? И не только, почему нельзя сегодня брать это в руки, далее в этом видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра. 13 февраля отмечается День памяти епископа Никиты Печерского. Это был затворник. И в древности верили, если где-то возник сильный пожар, то сможет погасить его только Никита. За это его и прозвали Никита Пожарный. Люди верили в то, что он сможет уберечь от молний и пожаров. Если вдруг происходил пожар, наши предки верили, что это выходки колдунов или огненных бесов. За всю свою жизнь Никита прославился большим количеством сделанных добрых дел. Он помогал людям в окружении себя и жил достаточно скромно. Славился еще святой и тем, что помогал людям в исцелении. Поэтому в этот день, 13 февраля, принято было ходить в церковь и молиться на утренней службе святому Никите, чтобы он помог справиться с этим недугом. Исцеление больного или защита жилья от пожара – это все к святому Никите. Запрещались сегодня любые манипуляции с огнем. Нельзя сегодня было зажигать свечи, разводить костры и играться со спичками. Все это могло привлечь беду в дом живущего. Конечно же, святого Никиту считали помощником в следующих делах: исцеление от глазных болезней, устранение проблем со здоровьем, в укреплении веры, в противостоянии с соблазном, отделении правды от лжи, от поисков правильного пути, а также достижения намеченных целей. Святому епископу Никите предки также молились и о защите жилья и людей от пожаров, молний, а также слишком жаркого солнца. Поэтому 13 февраля нужно обязательно читать молитву от пожаров и молний. И, друзья, молитва святому Никите мы представим в описании к этому видео. Поэтому обязательно 13 февраля в спокойной обстановке прочитайте эту молитву. А еще 13 февраля отмечается День радио. И в нашем современном мире кажется, что радио потихоньку вымирает и его слушает маленькое количество людей. И большая часть из них – это люди в возрасте от 35 до 65 лет. Но сама сфера старается не угаснуть совсем, и студии 24/7 придумывают рубрики для эфиров, приглашают оригинальных гостей и исполнителей. Также запускают современные треки, но и про классику не забывают. В любом случае, именно радио несет очень важную роль – это информирование своего слушателя актуальной информацией. И вы знаете, в этот день, 13 февраля, традиционно наблюдались за погодой. Если в небе плывут белые облака, это к морозу, а на стужу яркие сумерки. Если инея не было и дует ветер, то ожидайте бурю. Хлопьями снег идет, на ненастье будет продолжительное. Ждите неделю мороза, если идет снег как крупа. А вот гуси и утки купаются в снегу, значит будет ветер и оттепель. К солнечной погоде будет ясная ночь. На солнце видны круги, год значит будет урожайным. Нежелательно в этот день слишком громко выяснять отношения, кричать, петь громкие песни, свистеть и спорить. Хорошим день не закончится, а возможно и целый год будет неудачливым. Рекомендуется сегодня держать себя в руках и быть более сдержанными перед подарками судьбы. Проще отнеситесь и к некоторым вещам. Плохое настроение очень влияет на общее самочувствие, поэтому не накручивайте себя. Если сегодня день не задался, измените свое настроение вечерней пробежкой.
и какое классное ощущение вы сможете получить во время бега. А после будет приятная усталость и осознание того, что вы сделали пользу для себя и для своего здоровья. Не любите бегать? Возьмитесь, пройдитесь по парку, подышите свежим воздухом. Обязательно сегодня, 13 февраля, включите свою любимую песню на максимум и отдайтесь танцу. Танцуйте так, будто вас никто не видит, или наоборот, как будто на вас смотрит весь мир. Скушайте сегодня что-то сладкое, порадуйте себя вкусненьким пирожным или только испеченным круассаном. Даже если настроение было плохое, подумайте о чем-то хорошем и перенесите мысль в этот мир. Нельзя в этот день, обращаем ваше внимание, оставлять пустой дом. Но в то же время это отличное время, чтобы провести его с друзьями или с семьей. Ну а чтобы разбавить этот вечер, вы можете приобрести новую веселую какую-то настольную игру и погрузиться в нее на несколько часов. Возможно, сегодня и мелкие проблемы. Их причина сплетни как на работе, так и в вашем окружении. Поэтому постарайтесь не участвовать в обсуждении своих коллег за их спиной. Попробуйте найти источник сплетен или рассказчика этих глупых споров и поставьте его на место. У вас это точно получится. Проявите мудрость и не обижайтесь по пустякам. Разговор по душам расставит все по своим местам. С грустными мыслями необходимо сегодня бороться посредством физической нагрузки и занятиями спортом. Сходите с друзьями, например, на каток, покатайтесь на лыжах, прогуляйтесь на природе. Полезно будет сегодня разгрузить голову и не заниматься любым видом подсчетов чего-либо. Забудьте на один день и о цифрах, калькуляторе и формулах. Хорошо будет сегодня, 13 февраля, сходить в баню или в сауну. Тепловые процедуры помогут избавить вас от боли в спине. Сегодня обязательно позвоните друзьям, а лучше устройте красивую выходную встречу с давними друзьями. Они с радостью поделятся очень интересной и полезной для вас информацией. Не советуем в этот день выходить без лишней нужды на улицу, иначе к вам пристанет порча. Особенно это касается тех, кто не прочтет перед выходом из дома защитную молитву «Отче наш». И обуславливалось это тем, что злая нечисть сегодня, 13 февраля, любила играть с ключами. Как итог, вы их потерять можете и не попасть в квартиру обратно. Поэтому разумнее и полезнее всего провести сегодняшнее вечернее время дома в тишине и покое. Лучше просто поваляться на диване. Проявите разумную осторожность, и ваш день пройдет вполне удачно. Следите сегодня за своим состоянием здоровья. Выходя на прогулку, поберегите горло и ушки. Держите обязательно их в тепле. На почве переохлаждения очень большой риск воспаления. Также сегодня позаботьтесь о себе, а в случае плохого состояния утром останьтесь на больничном дома и приступайте сразу к лечению. Если есть трудности с толкованием диагноза, сходите лучше к врачу-специалисту на проверку. Он точно сможет вам подсказать, какие препараты стоит принимать и как часто. Не занимайтесь сегодня самолечением. Если вы почувствовали, что идете на поправку, то прогулка парком или у моря вам поможет в вашем выздоровлении. А люди, родившиеся 13 февраля, обладают творческим потенциалом, хорошим воображением и развитой фантазией. Вам лучше даются гуманитарные науки. Они по себе очень неусидчивы и каждый день хотят творить и создавать что-то новое, чего еще мир не видел. И вы знаете, такой человек, те, кто рождены 13 февраля, они открыты в общении, всегда стараются поддержать разговор, при этом на любую тему, и поможет, и поддержит в сложных ситуациях, и никогда не будет ждать от вас что-то взамен. Поэтому окружайте себя как можно больше такими вот светлыми людьми и не забудьте поздравить их с днем рождения. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 13 февраля 2022 года. По лунному календарю сегодня 13 и 14 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Рак. И обращаем ваше внимание, что сегодня этот день таит в себе неоднозначность. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга ваших проблем, надо обязательно поработать над собой.
Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, а также накопления информации. Проблемы сегодня возможны лишь из-за ваших прошлых ошибок, которые теперь не дают вам со спокойной совестью двигаться вперед. Но не нужно встречать эти проблемы в штыке, нужно радоваться, чтобы они обнажились наконец, и их можно было исправить. Сегодняшний день такую дает возможность всем, но не все ею и умеют пользоваться. Если вы чувствуете, что вашей интуиции и памяти не хватает, чтобы вспомнить промахи, совершенные вами некогда, нужно настроиться на космическую энергию. Она обязательно посылает в этот день знаки или просто откровения свыше. По ним и можно узнать о том, что именно нужно исправить. Это опять действие символа этого лунного дня. Потому что сегодня колесо, а колесо это не только движение, но и центр сосредоточения силы и света. Сегодня словно раздвигается грань между реальностью и тем невидимым миром. Энергетика этого дня способствует раскрытию творческих начал в человеке. Именно в этот день создаются шедевры искусства. Если вы относитесь к разряду творческих людей, обязательно посвятите себя сегодня любимому делу. Пишите стихи, сочиняйте музыку и обязательно рисуйте картины. В этот день есть опасность попадания под влияние сильного постороннего человека, потому что любое проявленное сочувствие и участие, которое вызывает человек, вызывает доверие к нему. Один раз можно попасться, а в другой использовать этот момент в своих целях. Кроме того, отрицательное воздействие Луны есть и положительное. Например, вы можете наладить сегодня отношения между детьми, родственниками, а также приступить к накоплению материального и духовного наследства, развить интуитивные способности, научиться понимать и принимать бессознательные реакции людей. Сегодня активно обновляются жизненные силы. Энергия, полезные вещества – все сбалансированно циркулирует в организме. Сегодня превосходный день для осознания и анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Сегодня будьте среди людей, потому что сегодня благоприятен коллективный труд и творчество. Может быть, получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем. Распутать клубок прежних противоречий поможет даже, не удивляйтесь, простое распутывание клубка ниток. Что же касательно стрижки на 13 февраля, то стрижка сегодня оздоровит выделительную и мочеполовую системы, а также поможет решить вопросы бизнеса. Сегодня ощущается особо тесная связь со всем прошлым. Отпустите его, наконец, и позвольте новому изменить вас и вашу жизнь. И что логично, поменять прическу сегодня тоже придется, если вы хотите положительных изменений. Если вы уже улучшаете свой имидж и, например, отращиваете длинные волосы, не забудьте немного сегодня их подровнять. Такая незначительная процедура обогатит ваши волосы и благословит на быстрый рост. Как минимум попробуйте зачесывать волосы по-другому. Окраску волос сегодня лучше отложить. Что же касательно прически и укладок, то делайте сегодня только в домашней обстановке и только своими руками. В этот день космическая энергия передается по новым источникам, поэтому используйте свой богатый потенциал в нужном русле. Но обращаем ваше внимание, что сегодня, 13 февраля, неблагоприятный день для совершения больших дел и путешествий. Есть вероятность, что все может закончиться потерей и разочарованием. Не подходит день и для серьезных дел и начинаний, особенно, которые вы будете совершать в одиночку. Вот такой, друзья, у нас с вами народный календарь и лунный календарь на 13 февраля 2022 года.